Итак, плечевые швы сшиты. Теперь я беру воротничок. Он у меня уже готовый, заутюженный. Я беру ту сторону, которая у меня продублирована. Вот так складываю пополам. И ставлю метку посерединке. Можно булавочкой меточку поставить, можно фломастером, ручкой, что у вас есть. Меточка, то есть серединка спинки у меня идет вот он шов. Я сейчас совмещаю шов по спинке и вот эту метку и скалываю. Таким образом, смотрите, лицо к лицу я прикалываю нижний воротничок, то есть тот, который у меня продублирован. Теперь вот так потихонечку иду от серединки в одну сторону, скалываю и в другую сторону до полузаноса. Если мы с вами все правильно рассчитали, то у нас как раз и должен воротничок дойти до полузаноса. Сейчас покажу, как это должно выглядеть. Так, здесь я сейчас... Опять булавочки прилипли у меня. Соединились. Вот так я скалю, чтобы у меня был уголочек вот так ровненько. Да? Смотрите, у нас здесь есть 1 сантиметр с краешку, который у нас не заклеенный. И 2 сантиметра, которые заклеены. Этот 1 сантиметр я вот так накладываю сверху дублерина. Далее складываю еще раз на 2 сантиметра. Где там у меня 2 сантиметра? И как раз до этого момента у меня должен быть воротничок. То есть они у нас должны совместиться. У меня тут буквально на 0,5 не совместилось. Я сейчас вот здесь булавочку оставлю. Вот эти 2 сантиметра вместе с подгибкой. И немножечко распределю равномерно. Где-нибудь, может быть, где-нибудь подтянула слегка, нечаянно. Немножечко вот так вот распределю равномерно. То есть вот эти 0,5 миллиметров, 0,5 сантиметров равномерно по всей горловине распределю. Это не так страшно. До сантиметра это нормально. Ну вот, в принципе, и все. Вот так. Все ровненько, нигде ничего не выглядывает. То же самое делаю с этой стороны. Можно сразу подогнуть вот так 1 сантиметр. Далее 2 сантиметра. Сразу оставить булавочку. Взять воротничок. И с этой стороны, то есть с лицевой стороны, вот так мы с вами видим глазками до полузаноса. И сразу можно приколоть вот так булавочкой. И теперь равномерно прикалываем воротничок к горловине. Свою белую рубашку с розочками я сшивала еще проще. Ну, то есть там просто вообще без всяких правил, можно сказать. Я шила рубашку быстро. Мне нужно было несколько вещей сшить за несколько дней, поэтому мне нужно было быстро. Поэтому я брала вот так вот просто весь полностью 2 слоя воротничка и пришивала на оверлоке. Потом вот здесь с этой стороны сделала отстрочку и все хорошо легло. Вот это место, я сейчас его отколю, вот это место, потому что оно нам нужно будет немножко иначе его сделать. Нам нужно будет, смотрите, вот это 1 сантиметр мы также оставляем, вот так загибаем. И вот сюда к воротничку прям я складываю лицом к лицу. Видите? Сейчас приколю, и будет понятно. И вот это место мне нужно вот так прошить 0,5 от вот этого среза на 0,5. Прошить обязательно здесь закрепка, либо просто вот так. Тут небольшое расстояние, всего 2 сантиметра. Можно отсюда сюда и сюда. То есть 3 строчки проложить на одном месте. Ну и у нас вот это вот все вывернется. Вот так. Здесь будет аккуратненько все закрыто. И здесь мы с вами второй половинкой
воротничка, вот так будем делать подгибку также на 1 сантиметр и сверху пришивать. Но опять же говорю, это если вы хотите заморочиться. Если вы не хотите заморочиться, тогда вы сейчас просто вот так делаете вот здесь строчку и продолжаете по всему воротничку. То есть вам придется сколоть не одну сторону воротничка, как я, а сразу два. Это, в принципе, будет быстрее и проще. То же самое с этой стороны. Делаем подгибку 1 сантиметр и вот таким образом 2 сантиметра до края воротничка. Так. Чтобы они у нас вот здесь прям соприкасались. И можно вот так вот прям сразу полностью от края до края через весь воротничок прострочить оверлочной строчкой. Сделать отстрочку вот сюда, то есть не на сторону воротничка, а на сторону спинки, ну, на сторону основного изделия. Сделать небольшую отстрочку. Здесь у нас все это вывернется красивенько, аккуратненько. Здесь это будет все пристрочено и будет выглядеть очень неплохо. Но когда вы захотите раскрыть рубашечку, то есть расстегнуть верхнюю пуговичку, допустим, пару пуговичек верхних, вот эта строчка будет видна. Поэтому, если вы не хотите, чтобы у вас здесь была оверлочная строчка и чтобы она была видна, тогда мы делаем, как я сейчас сказала первый раз. То есть я сначала отдельно застрачиваю вот этот хвостик 2 сантиметра с обеих сторон. Далее вот так разворачиваю и от шва, от бокового среза воротничка, вот так по воротничку до второго бокового среза воротничка прошиваю. И я не помню, сказала или нет, второй вот этот полузанос тоже прострачиваем. И потом я уже покажу, как пристрочить вторую сторону воротничка. Кстати, покажу кое-что, что я тут еще сделала. Значит, вот они мои кармашки, вот они мои кнопочки. И, к сожалению, у меня было всего две вот такие вот стального цвета, две кнопочки, я имею в виду две верхушки. Внутри, то есть с изнанки, мне пришлось сделать разноцветные. Но я не думаю, что это будет так критично, потому что как бы я не собираюсь никому показывать свою изнанку, но все-таки, конечно, хотелось бы, чтобы было все идеально, да. Значит, и что еще хочу показать, это вот свой логотип. Я решила пришить его на кармашек. То есть вот так вот я пришила его, сложила в два сложения. Он у меня тут пришит. Вот так двумя строчками. То есть двойной строчкой, да, вот так. Так вот это будет у меня выглядеть. Я надеюсь, вам видно все хорошо. Что здесь у меня вообще? Ну, моя фамилия и имя. Вот такая вот у меня бирочка. Как бы знак отличия. Итак, пришиваем сейчас воротничок. Я имею в виду одну пока сторону. Вот так. И работаем дальше. Воротничок пришили, и теперь срезаем лишний припуск. Я срезаю вот здесь от полузаноса, оставляю 2 мм. Вот так аккуратненько. Теперь отворачиваю непришитую сторону воротничка. И здесь я тоже срезаю, оставляю примерно 2-3 мм. Вот строчки. Срезаю лишний припуск. Аккуратненько, ничего лишнего, чтобы не отрезать. Так, и со второго полузаноса тоже лишнее срезаю. Теперь борт выворачиваю с одной стороны и с другой стороны. Так. К нему вернемся позже. Теперь, что касается второй половинки воротничка. Мне нужно, опять же, я буду это делать с серединки. Мне нужно сделать подгибку. Но здесь я думаю, что не нужно 1 сантиметр. Здесь нужно, ну, максимум 0,5. И подворачиваю, вот так делаю подгибку. И накладываю сверху вот этого припуска. Вот так, чтобы его спрятать.
Все это делаем аккуратненько. Конечно же, лучше, если вы новичок, если вы не доверяете себе и булавочкам, вы должны это все прометать. Внимательно смотреть, чтобы строчка у вас захватывала вот эту сторону воротничка, и чтобы она проходила либо в канавку вот сюда, либо на 1 миллиметр на воротничок. То есть это тоже нужно будет просматривать, да, то есть поэтому, наверное, лучше, скорее всего, это все сметать. Я сейчас булавочками скалю, ну и, возможно, даже тоже прометаю. Ну и потом это все мы застрочим прямой строчкой. Аккуратненько, прям в край, 1 миллиметр от подгибки, от края. И воротничок у нас будет готов. Смотрим, чтобы у нас вот здесь ничего не вздувалось. Видите, у меня под одной булавочкой вздулось. То есть я, наверное, слишком мало подвернула. Вот так, чтобы это все было ровненько, лежало красивенько. Поправляю. И таким образом я прикалываю от серединки в одну сторону и в другую сторону весь воротничок. Еще раз повторяю, если вы не хотите так заморачиваться, именно вот так, да, это способ нелегкий, можно прибегнуть к тому способу, который я рассказала ранее. В принципе, для первого опыта пошива рубашки это будет не зазорно. По крайней мере, рубашку вы сшили своими руками, и все равно это будет максимально приятно. Воротничок у меня готов. Я, конечно же, сметывала, то есть приметывала. Сначала я приколола булавочками, потом приметала. Все внимательно вот так вот просматривала и изнанку, и лицо. И теперь прошила. Вот здесь у меня получается строчка идет в 1 миллиметр. С этой стороны у меня идет строчка прям в канавку. Ну, то есть я так решила. Здесь, в этом месте, где у нас соединяется воротничок и вот эта планочка, нужно быть особо внимательным, да, то есть здесь у нас вот этот припуск идет вниз, а по воротничку припуск идет вверх, то есть вот здесь нужно быть более такой аккуратненькой. И когда мы с вами будем уже пристрачивать вот так планочку, вот в этом месте нужно будет ниткой иголкой буквально на 3 миллиметра от уголочка вниз вот так, ну, вот так вот прошить, чтобы не было вот этого припуска видно. То же самое с этой стороны. Но пока мы планочку не трогаем, сейчас мы с вами будем пришивать рукавчики. Но прежде чем пришивать рукавчики, мы их уже доделаем. Так, у меня манжетики только пока продублированы и заутюжены. Мне их нужно вот так. Я сейчас складываю пополам лицом к лицу и застрачиваю вот это место, вот эти боковые срезы. И на одном, и на втором манжетике. Покажу, что делать дальше. Берем рукавчик и сшиваем по боковому срезу. Я буду сшивать сразу на оверлоке и рядом строчить закрепочную строчку. Сшила рукавчик по боковому срезу, припуск заутюжила на сторону спинки, у меня крестик на стороне полочки, припуск я заутюжила на сторону спинки. Теперь к передней половинке я буду прикалывать вот так, прям от самого шва, прям вот так в стык. Я буду прикалывать лицом к лицу, обратите внимание, то есть вот сюда я буду прикалывать манжетик. И прикалываю по кругу. Никакие не делаю ни защипы, ни складочки, ни присборочки, просто прикалываю по кругу. Там, где заканчивается, там заканчивается. Расскажу, как сделать дальше. Еще раз говорю, это самый простой, самый легкий, незамысловатый способ, как пришить манжетики. Но при этом у нас будет застежка, будет свобода. Вот так вот я приколола, и у меня получается здесь расстояние 8 сантиметров у меня получилось расстояние.
То есть между краями манжетика у меня 8 сантиметров. И теперь просто вот так беру и по кругу строчу на оверлоке. Тем самым я и пристрачиваю, и обрабатываю срезы одновременно. Манжетик пришили, теперь выворачиваем рукавчик на лицевую сторону. Смотрим на шов. То есть один край манжета у нас пришит как раз к шву, в стык. Теперь вот эту противоположную сторону манжета нам нужно упаковать таким образом. Я накладываю манжетик на рукавчик и сверху накладываю вот этот свободный край рукава. И примерно 4-5 сантиметров от вот этого сгиба я застрачиваю прямой строчкой. Обязательно делаю закрепку в начале и в конце строчки. Вот что у меня получилось. Вот такой рукавчик. Вот здесь у меня застрочено. То есть я застрочила, вот, вывернула, и у меня получился вот такой манжетик. Теперь смотрите, у меня получается не застроченное место от вот этого места и до шва. И это место не застроченное мы просто строчим вот так сверху. Делаем подгибку на оверлочную строчку плюс 0,2-0,3 мм. И строчим сверху. Делаем закрепку здесь, ниточки убираем на изнаночную сторону. В принципе, вот такая вот картинка, вот такой рукавчик у нас получается с лицевой стороны и с изнаночной стороны оверлочная обработка. Здесь мы делаем с вами застежку, это будет либо пуговицы, петельки, вы делаете петельки, да, вот эта сторона, которая зашита у нас, она будет сверху, либо кнопочки. Я посмотрю, если у меня есть подходящего цвета кнопочки, сделаю кнопочки. Если честно, не люблю пуговицы на рубашках. Ну и все, отглаживаем это место, и теперь нам можно пришивать или вшивать рукавчик в пройму. Но прежде чем вшивать рукавчик в пройму, нам необходимо сшить боковые срезы. Вот так совмещаю боковые срезы. Один боковой срез скалываю булавочками, второй боковой срез скалываю булавочками, сшиваю сразу на оверлоке, делаю закрепочную строчку рядом, в принципе, как и везде. Итак, рукавчики наши готовы и готовы плечевые срезы. Ну, то есть пройма наша уже готова. Нам осталось вшить в пройму рукава. Смотрите, я раскладываю, значит, вот у меня полочка, там у меня спинка. Вот так я раскладываю пройму, чтобы было понятно. Беру рукавчик. Обратите внимание, рубашка у меня на изнаночную сторону, рукав на лицевую сторону. И рукав у меня тоже должен быть вот таким образом. То есть здесь у меня передняя половинка, там задняя половинка. И вот так я подкладываю рукавчик под пройму. Нахожу центр головки рукава, у меня есть меточка. И центр головки рукава я скалываю с плечевым швом. Теперь вот так разворачиваю, и у меня должен рукавчик войти полностью в пройму. Если мы с вами не меняли место расположения бокового шва не на рубашке, не на рукаве, тогда они у нас тоже сходятся. Значит, я вот так сейчас скалываю, совмещаю боковые швы вместе, скалываю здесь и скалываю, я уже сколола по центру рукава. И теперь нам нужно распределить, ну то есть сколоть рукавчик с проймой, с линией проймы и вшить. Я начинаю скалывать от подмышки вверх. Ничего не растягиваю, не натягиваю, нигде ничего не прибавляю. Все как вот есть у меня, так и скалываю. И если у меня какие-то 0,5 сантиметров или сантиметр будет лишним,
то я ее, этот сантиметр, распределяю именно по головке рукава. Примерно 10 сантиметров в одну сторону от плечевого шва и 10 сантиметров в другую сторону и распределяю. Ну вот у меня получается где-то примерно по 0,5 с каждой стороны, то есть вот этот сантиметр мне нужно распределить именно по головке рукава. Ни в коем случае не от подмышки вверх, потому что таким образом там будет собираться ненужная складка, ну и будет некрасивый внешний вид. Поэтому мы распределяем именно по головке рукава. Таким образом мы делаем легкую припосадку. Конечно, можно сейчас убрать рукавчик и покажу на втором рукаве. Вот, допустим, от центра, вот у меня центр рукава, от центра в одну и в другую сторону откладываем по 10 сантиметров, ставим метку и от метки до метки строчим двойную строчку и делаем легкую припосадку. Но если у нас разница 0,5, 1,5-2 сантиметра, то я думаю, что этого делать не нужно, можно сделать именно вот так. Ткань пластичная, она поддается легкому растяжению, поэтому все, вот так вот я сколола. Вот так я сколола и сшиваю. Сшиваю на оверлоке и строчу закрепочную строчку рядышком. Шов этот я заутюживаю на сторону рукава.